В этом мастер-классе мы с вами свяжем вот такую простую салфетку для сервировки стола крючком. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. Для вязания такой салфетки я использовал вот такой хлопковый шнурок. Его толщина в 100 граммах 100 метров. Вы можете использовать любую пряжу, главное, чтобы она была из 100% хлопка. И подходящий крючок под вашу пряжу. Или, например, если ваша пряжа слишком тонкая, вы можете вязать в 2 нити. И я использовал крючок 4 мм. В диаметре у меня такая салфетка получилась 42 см, и в ней всего лишь 14 рядов. По завершении работы все свои салфетки я всегда блокирую с крахмалом. Как я это делаю, вы можете найти видео по ссылке в описании к этому видео ниже. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на 2 пальца, придерживаю. Здесь совсем небольшой кусочек оставляем. И теперь оборачиваем эту нить вокруг 2 пальцев. Здесь впереди скрещиваем и сзади придерживаем. Теперь вставляем крючок под первую нить. Цепляем вторую нить и протягиваем ее сюда вперед. Подкручиваем, и у нас здесь образуется вот такая петля. Теперь мы крючком цепляем уже нить, которая идет от клубка. У нас на крючке 2 петли, мы их вот так пальцем придерживаем, а другие 2 пальца из кольца вытаскиваем аккуратно, чтобы ничего не развалилось. Придерживаем кольцо, и теперь уже эту нить мы протягиваем в нашу первую петлю и затягиваем. И вот у нас получилось наше кольцо амигуруми. В это кольцо нам нужно провязать 15 столбиков с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема, но здесь у меня уже есть вот такая одна петля, я сделаю еще 2. Раз и 2. И вот у меня получился первый столбик с одним накидом. Теперь делаю накид и в кольцо провязываем столбик с накидом. Опять накид, в кольцо столбик с накидом. Итак, я провязал здесь всего 3 столбика вместе с петлями. Всего сейчас провязываю я 15 и вернусь. Провязали 15 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. 3 воздушные петли. И теперь мы за вот этот хвостик, который у нас тут болтается, вот так тянем и закрываем все вот эти столбики вместе. Вот так, этого уже достаточно. И теперь этот кусочек нити мы кидаем туда назад, сверху рабочей нити. Вставляем крючок в 3-ю воздушную петлю подъема. И провязываем соединительную петлю. И вот так мы завершили первый ряд. Второй ряд. Возвращаем вот этот кусочек нити, который сзади болтается, сюда вперед. Кладем над столбиками первого ряда и будем прятать под столбиками второго ряда. Сейчас выполняем первый столбик, 3 воздушные петли подъема. Раз, два, 3. Это первый столбик с одним накидом. Провязываем еще 2 воздушные петли. Это уже как арка 2 воздушных петель. Теперь выполняем накид. В следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. Две воздушные петли. Раз, два. Накид. И в следующий столбик столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные петли, столбик с одним накидом в следующий столбик. Таким образом провязываем ряд до конца. 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в следующий столбик. Провязали ряд до конца, выполнили последний столбик, последнюю арку 2 петель. И теперь в 3-ю воздушную петлю подъема мы просто соединяемся соединительной петлей. Третий ряд. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще 3 воздушные петли, как арка. Раз, два, 3. И в следующий столбик мы выполняем столбик с одним накидом. То есть все вот эти арки мы пропускаем и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Опять 3 воздушные петли. Раз, два, 3.
накид, в следующий столбик, столбик с одним накидом. И таким образом провязываем ряд до конца. Выполняем столбик с накидом в каждый следующий столбик и 3 воздушные петли между ними. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку 3 петель, и теперь мы соединяемся с первой аркой. Вот так сюда прям вставляем крючок в первую арку и провязываем соединительную петлю. Четвертый ряд. В эту арку нам нужно провязать 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Столбики с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема, накид, и сюда же в эту же арку выполняем столбик с накидом. 2 воздушные петли. И сюда же в эту же арку выполняем еще 2 столбика. И вот мы провязали 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. И так мы будем провязывать в каждую арку. Сразу же в следующую мы выполняем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. 2 воздушные. И еще 2 столбика сюда же в эту же арку. Первый и второй. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца и соединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Пятый ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в арку 2 воздушных петель. И в эту арку мы провязываем вот такие же группы столбиков, как мы вязали в предыдущем ряду. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. 2 воздушные петли. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же. Первый и второй. И вот мы провязали 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Теперь все вот эти столбики мы пропускаем и уже в следующую арку 2 петель провязываем то же самое. 2 столбика с накидом. Две воздушные петли. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца и соединились в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Шестой ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в арку 2 воздушных петель. И провязываем вот эту нашу группу столбиков. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. 2 воздушные петли. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. То есть мы провязали 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Теперь выполняем 1 воздушная петля. И уже в следующую арку 2 воздушных петель мы повторяем. Провязываем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. И 1 воздушная петля, разделение между вот этими группами столбиков. Вяжем так ряд до конца. Седьмой ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в арку 2 воздушных петель. И здесь мы провязываем вот эти наши столбики. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. 2 воздушные петли. 2 столбика с одним накидом сюда же. Здесь, в этом месте, мы выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вот эту арку одной петли мы пропускаем. И уже в следующую арку 2 воздушных мы повторяем. Провязываем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли. И 2 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. И разделение между такими группами у нас 3 петли. 1, 2, 3.
Вяжем таким образом ряд до конца. 8 ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в арку 2 воздушных петель. И здесь мы провязываем вот эти наши столбики. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 2 воздушные петли. И еще 2 столбика сюда же, в эту же арку. То есть провязали 2 столбика, 2 петли, 2 столбика, как обычно. Вот так. Теперь сразу же в следующую арку 3 петель мы провязываем то же самое. 2 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. И здесь у нас уже раппорт опять повторяется. В следующую арку сразу же мы провязываем 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. То есть здесь у нас в этом ряду в каждую арку в 2 петель и в 3 петель мы вяжем вот эти наши столбики. 9 ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в арку 2 воздушных петель. И провязываем наши вот эти столбики. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, столбик с одним накидом в эту же арку, 2 воздушные, 2 столбика с одним накидом сюда же, провязали 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Теперь сразу же в следующую арку 2 воздушных петель, то есть все столбики мы пропускаем, мы уже раппорт повторяем. В арку 2 воздушных петель провязываем 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Провязали 2 столбика, 2 петли и опять 2 столбика сюда же, в эту же арку. И таким образом провязываем сейчас 9 ряд и самостоятельно 10 ряд. Они будут абсолютно одинаковые. Мы просто вяжем в арке 2 петель вот эти наши группы столбиков. Провяжем вот этот 9 и еще 10 ряд также. И уже в 11 я вернусь. Провязал 9 и 10 ряд включительно. Они одинаковые, только вот эти наши группы столбиков с одним накидом и 2 воздушные петли. 11 ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в арку 2 воздушных петель. И провязываем вот эти наши столбики. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 2 воздушные. И 2 столбика сюда же. Первый и второй. И между такими блоками у нас будет 1 воздушная петля разделения. И здесь у нас уже повторяется. Мы в каждую арку 2 петель провязываем, как обычно, вот эти наши столбики. И между ними у нас будет 1 воздушная петля. 12 ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в арку 2 воздушных петель. И сейчас провязываем вот такую группу столбиков, только вместо 2 петель мы будем делать 1 воздушную петлю. Сейчас провязываем 3 петли, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. И вместо 2 петель провязываем 1 воздушную петлю. 2 столбика опять сюда же, в эту же арку. То есть у нас получилось 2 столбика, 1 петля, 2 столбика. Вот так. И разделение между блоками, вот этими, у нас также 1 воздушная петля здесь. 1 воздушная. В следующую арку 2 воздушных петель мы провязываем 2 столбика, 4 петли, 2 столбика. Провязываем 2 столбика с одним накидом. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И 2 столбика сюда же. Первый и второй. И 1 воздушная петля между вот этими блоками, группами столбиков. Все. И уже со следующей арки 2 петель у нас повторяется. Провязываем 2 столбика с одним накидом. В следующую арку 2 петель. 2 столбика с накидом, 1 петля и 2 столбика сюда же.
1 воздушная петля разделения между этими блоками, и уже в следующую арку 2 петель у нас опять повторяется, мы провязываем вот это: 2 столбика, 4 петли, 2 столбика, и таким образом чередуем ряд до конца. Провязал ряд до конца. Здесь у меня последняя группа с 4 воздушными петлями, 1 воздушная петля разделения и соединился в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. 13 ряд. Соединительная петля в следующий столбик. И сразу же в следующую арку 1 воздушной петли провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую арку 4 воздушных петель провязываем 9 столбиков с 1 накидом. Накид. И в арку 4 петель выполняем столбики с 1 накидом. 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 столбик с 1 накидом в арку 4 петель. Вот так у нас получается. И теперь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую арку 1 воздушной петли, которая у нас вот между столбиками, вот в эту арку, мы выполняем столбик без накида. И теперь у нас опять вот так идет 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую арку 4 петель мы уже провязываем опять наши вот эти 9 столбиков с 1 накидом. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку 3 воздушных петель, и теперь с самым первым столбиком без накида соединяемся соединительной петлей. Четырнадцатый ряд. Этот ряд у нас будет последний. Выполняем 1 воздушная петля подъема, и сюда же в этот же столбик провязываем столбик без накида. То есть столбик без накида в столбик без накида. Затем сразу же после этого столбика без накида делаю накид. И в следующий столбик с накидом провязываю столбик с 1 накидом. Теперь пико из 2 воздушных петель. 1, 2 воздушные. И во вторую петлю от крючка, то есть вот это первая после столбика, выполняем соединительную петлю. И вот у нас получилось пико из 2 воздушных петель. Теперь накид, в следующий столбик с накидом выполняем столбик с накидом. Опять пико из 2 петель. 1, 2 воздушные и пико. Накид, в следующий столбик, столбик с 1 накидом. Пико из 2 воздушных петель. Столбик с накидом. И так провязываем вот эти все 9 столбиков с накидом. И между столбиками у нас получается пико из 2 воздушных петель. У нас будет 9 столбиков и 8 пико. Последний столбик с 1 накидом. Вот у нас получилось 9 столбиков и 8 пико. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пико. Сразу же после последнего 9 столбика мы в следующий столбик без накида выполняем столбик без накида. Сразу после столбика. Вот так.
И теперь опять накид, и в следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом, затем у нас опять пико, и таким образом мы провязываем ряд до конца. И в конце ряда, после последнего столбика с накидом, мы соединяемся с первым столбиком без накида соединительной петлей, и уже можно будет обрезать нить, спрятать хвостики сзади за петлями, за столбиками. И теперь нам осталось нашу салфетку только заблокировать. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд, до скорого!